Бисмилляхи рахмани рахим. Мы наблюдаем, что французская администрация является клинической в отношении своей исламофобии, на грани паранойи. То один, то другой мэр выступает с инициативами запретить либо хиджабы, либо халяльные продукты, либо вообще весь ислам. И Франция вообще отличается этим, со своим Шарли Эбдо, со своими демонстрациями, манифестациями, со своим Марин Ле Пен, со своими неадекватными скинами и неадекватными правыми политиками, которые находятся полностью под Израилем, и из-под Израиля вякают, как моськи на проходящего слона исламского фактора. Но почему? Почему Франция действует в этом направлении так оскорбительно и вызывающе, усиливая на самом деле радикальное настроение, и с каждым таким актом, с каждой вылазкой такого очередного мэра с инициативой по запрету халяля или хиджаба или ислама вообще, тысячи новых радикалов присоединяются к исламскому политическому движению. Вот в Великобритании, например, ведут себя совершенно иначе. В Великобритании создают условия для того, чтобы ибадат осуществлялся беспрепятственно, чтобы хутбы в мечетях читались свободно. Они, конечно, наблюдают, все инфильтровано агентурой, естественно, MI5, то есть Ми-5, внутренней разведкой, внутренней контрразведкой британских спецслужб. Да, конечно, агентура со всех сторон, но при этом никаких проблем, никаких запретов. Халяль, ради Бога, новые мечети, ради Бога. Хотите, так сказать, издавать исламскую литературу, ради Бога, никаких проблем. То есть, что это? Они уверены в том, что Англии ничего не грозит, они хотят предупредить радикализацию, они хотят держать руку на пульсе радикалов, радикализма, который, как они считают, рано или поздно победит у себя дома, и в этом случае будет какими-то контактами, опытом, практикой связан со страной, которая приютила и дала возможности работать и готовить революцию на своей исторической родине. Мы напомним, что Англия всегда предоставляла возможность всем революционерам работать, жить, набираться сил на своей земле. Там жили и работали Карл Маркс, Энгельс, там работал Владимир Ильич Ленин, там работали Герцен, там бывал Бакунин, там было очень много революционеров со всех стран, и в частности, конечно же, и радикальный политический ислам тоже находил приют в Англии. Это, подчеркну, не значит, что все эти люди, Маркс, Ленин, Бакунин, Герцен, были агентами британского империализма, как немедленно бы отметил, допустим, тот же Берия. Нет, и политический ислам не является агентурой ни MI5, ни MI6, но это означает, что английский империализм ведет, и уже не один век, очень тонкую, очень правильно рассчитанную игру. А почему же Франция не следует вот этому опыту? Почему она всемерно на каждом неповоротливом шагу своих политиков, своих администраторов создает все новых и новых радикалов? Как будто контрпродуктивно. Вот на самом деле эта загадка, мне кажется, объясняется просто. У французов есть глубочайшая идиосинкразия, которую они не могут победить. Они на самом деле имеют в себе параноидальный комплекс. Комплекс зависимости – это как тик. Они не могут остановиться. Это как вот человек, который не может перестать чесать такое больное место, который расчесывает его, зная, что от этого станет только хуже. Французы испытывают комплекс неполноценности перед исламом.
И испытывают его изначально, наверное, с XVI века, когда еще во времена французской монархии, во времена Бурбонов, французская монархия столкнулась с Османской империей и стала с ней взаимодействовать, и даже какое-то время они были союзниками. Но надо напомнить, что в этот период исламский мир был примерно тем же для Запада, чем Запад является, для Советского Союза или для современной России, то есть страной изобилия, страной сверхорганизации, страной комфорта и так далее. То есть Запад был тогда, что называется, отсталым, мечтающим о каком-то там свете, о каком-то прорыве в новую цивилизацию, а Восток все это уже реализовал. Восток был уже, так сказать, супериорным. Восток смотрел на Запад сверху вниз в XVI, XVII и даже в XVIII веке. И все это окончилось только с визитом Наполеона в Египет. Это был переломный момент. Но вот к этому периоду именно во Франции очень жестко закрепился комплекс неполноценности, который не лежит до сих пор. И несмотря на то, что арабы, которых там специально гнобят, помещают в периферийную ситуацию, выселяют в гетто, создают для них условия, чтобы они выглядели предельно некрасиво, предельно минималистски, предельно криминально и так далее. Несмотря на все это, все-таки французы подсознательно чувствуют, что они малоценный материал по сравнению с исламским фактором, что, явившись в Северную Африку, они воспользовались только некими условными внешними конъюнктурными обстоятельствами, которые приходящие. Изменились обстоятельства, их выгнали пинками оттуда. Но французская цивилизация не смогла доказать противостоящему ей исламу, что она также превосходит цивилизацию ислама, как, допустим, цивилизация англосаксов превосходит культуру краснокожих в Северной Америке. Ей хотелось бы поставить мусульман на место туземцев, но не получается. И вот от этого звериная ненависть. А почему же у Великобритании этого нет? А потому что Великобритания видит совершенно другие акценты и другие реперные точки в проблеме цивилизации. Она не тягается с чуждыми цивилизациями по поводу своего превосходства. Наоборот, масонская цивилизация Великобритании, как пиявка, сосет соки чужой мудрости, и вот поэтому и в Индии, и в Синде, и в других местах, в Афганистане, английские масоны были так внимательны к тому, что могли узнать, услышать и воспринять из исламской обстановки, из исламского миропонимания, из исламского вероучения и перенести это к себе. То есть английское понимание чужого, оно радикально не соответствует французскому пониманию чужого. Для англичан практически нет чужого до тех пор, пока они контролируют ситуацию. У французов параноидальный страх перед тем, что чужое упразднит их ценность и их смысл, что лишит их смысла существования. Вот почему они реагируют, даже зная, что это приведет к контрпродукту, контррезультату, они реагируют запретами. Запретить хиджаб, немедленно запретить халяль, немедленно запретить ислам, немедленно запретить то, все, третье, десятое. У французов комплекс неполноценности, но это не лечится. Однако главное в отношении французов и англичан, главная разница по отношению к исламу вот в чем. Англичане не хотят использовать ислам как грушу для битья, для того, чтобы мобилизовать свое собственное население против врага. Почему?
Потому что английское аристократическое сословное общество, которое продолжает оставаться аристократическим и сословным, оно, наоборот, не хочет никакой мобилизации низов, никакой мобилизации населения. Оно не ориентировано на социальную солидарность, общественно-политическую солидарность британского общества сверху вниз. Но, может быть, условно есть исключения, допустим, когда Германия в 1941 году бомбила Англию. Тогда Черчилль, возможно, и взывал к какой-то общеанглийской солидарности. И то, в общем-то, это была периферия. И то, в общем-то, это было не главное. Ну, в конечном счете, вопрос и тогда решался наемными вооруженными силами, контрактниками. Но, естественно, снизу был подъем патриотизма. Но этот подъем патриотизма, его, что называется, Виндзоры не заказывали. Его королевский дом не заказывал. Не нужно им мобилизовывать общество. А вот французам ислам нужен для мобилизации французского общества. Они нуждаются в мобилизации. Почему? Во-первых, низкая пассионарность. Им надо подстегивать пассионарность французского социума. И у них со времен еще французской революции существует вот эта идея социального симбиоза верхов и низов, социальной совмещенности, совлеченности всех в единую, так сказать, некую силу французской нации, la nation française. Вот они должны быть вместе против чего-то. Ну, например, против монархии Европы, против, допустим, заговора белых, которые хотят лишить завоеванной свободы французский народ и так далее. Да? Но прошли войны наполеоновские, прошла война франко-прусская, прошла Первая война, где были гекатомбы трупов в окопах, Первая мировая в 20 веке. Наконец прошла Вторая война, где французы были настолько слабы, что разлетелись в пух и прах в течение месяца под ударами вермахта. Вот. И теперь остался французский народ, который проиграл Вьетнам, проиграл Алжир, проиграл все. Проиграл первую войну, ну, выиграл Первую войну, проиграл Вторую мировую войну, проиграл всю свою колониальную империю, причем достаточно позорно. И сегодня у них нет ничего. Сегодня гей-браки, сегодня Саркози и Олланд, сегодня Шарли Эбдо. В общем, очень сумрачная перспектива, как в интеллектуальном плане, так и в плане, ну, скажем, таком историческом, имперском. То есть судьбы у Франции, ну, как-то не проглядывается интересной. На этом фоне нужна какая-то мобилизация. Даже когда она контрпродуктивна, даже когда она ведет к тем результатам, о которых мы говорили, что это непрерывная мобилизация, в свою очередь, мусульманского населения и перевод его в формат политического ислама. Англичанам не нужно мобилизовывать свое общество, а французам нужно. В этом причина, почему то и дело какие-то мэры и какие-то министры все время произносят глупости с культурным расизмом и исламофобским звучанием. Ну, это проблема выбора собственной судьбы.